Привет, друзья! Это кухня наизнанку. Наконец-то! У нас уже практически лето, и мы уже несколько раз выезжали на пикник. Пришло время вспомнить об этих рецептах. Печеная картошечка с салом, запеченное куриное филе, лепешки и даже пицца на гриле. И, конечно, шашлык. Не знаю тех, кто всего этого не любит. И начну с нашего любимого рецепта. Печеный картофель с салом. Его у нас любят все, и дети, и взрослые. И заканчивается это блюдо всегда быстрее, чем даже мясной шашлык. А готовится очень просто. Сало нарезаю на вот такие кусочки. Картофель дольками. И нанизываю на шампур, чередуя картофель и сало. Сало можно использовать и соленое, и свежее. Можно нанизать ломтики подкопченного бекона между кусочками картофеля. Но если вы не любите или не едите сало, тогда этот рецепт просто не для вас. Каждый шампур заворачиваю в фольгу. Солю и добавляю немного черного перца. Если сало очень соленое, можно не солить. Мне многие сейчас напишут, что заворачивать нужно блестящей стороной к продукту. Возможно. Но на практике я не ощущаю никакой разницы. Пробовала и так, и так. Чтобы блюдо быстрее приготовилось, я его просто более плотно оборачиваю. Напишите в комментариях, как вы используете фольгу. И как же все-таки правильно. В общем, оборачиваю в фольгу и выкладываю на мангал. Готовлю так примерно полчаса. Зависит от сорта картофеля. Если готовится быстро, достаточно будет и 20 минут. Периодически поворачиваю каждый шампур, чтобы картофель равномерно пропекся. Через полчаса снимаю фольгу и снова выкладываю на мангал. Готовлю еще минут 10. Картофель должен подрумяниться. Это невероятно вкусно. Снаружи хрустящая аппетитная корочка, а внутри картофель вот такой мягенький. А сало какое вкусное! Конечно, едим мы такой шашлычок без ножа и вилки. Самый вкусный он, конечно, пока горячий. Попробуйте, у нас без такой картошечки не обходится ни один пикник. А теперь мясо. Шашлык из свиных отбивных в беконе. Я называю это блюдо шашлык-гармошка. Наш младшенький его очень любит, а от обычного шашлыка отказывается. Мясо нарезаю на кусочки и отбиваю, точно так же, как для отбивных. Можно использовать молоток для отбивания мяса. Выкладываю в миску. К мясу добавляю измельченный лук. Я натираю на мелкой терке, но можно воспользоваться блендером, например. Теперь соль и специи. Я взяла готовую смесь специй для шашлыка. Хорошо перемешиваю и оставляю мариноваться часа на 3, а лучше на ночь. А теперь самое приятное. Выезжаем к реке и сейчас все это будем жарить. И есть. И есть. Еще. Шпажки я заранее вымочила в воде. Мам, тебя снимают. И сейчас буду формировать гармошки. Можно это сделать двумя способами. Первый. Складываю мясо пополам, сверху ломтик бекона и нанизываю. Вот такая получается гармошка. Но второй способ мне нравится больше. Разрезаю мясо вот так. Сверху также бекон и нанизываю. Так мясо быстрее прожарится. Готовлю обычно на гриле на среднем огне. Смотрите, какая красота! А аромат!
Можно приготовить такие гармошечки и на мангале, конечно, если нанизать мясо с беконом на шампуры. Подавать, как и любой шашлык, лучше горячим. Не волнуйся, остыть не успеет. Это очень вкусно. И очень аппетитно выглядит. Такой вот праздничный шашлычок. Обычно к шашлыку я еще готовлю лепешки на гриле. Я уже делилась ранее этим рецептом, ссылочку оставлю в описании. Вкуснее лепешек я не ела. Их сколько ни готовь, домой не привозим ни кусочка. И хлеб к шашлыку я редко с собой беру, только эти лепешки. Очень рекомендую попробовать. И пицца на гриле также получается очень вкусная, особенно с подкопченой на том же гриле курочкой. Подготовка, конечно, отнимает время, но результат того стоит. Тесто готовлю по своему любимому быстрому рецепту. Ссылочка тоже в описании. Формирую вот такие колобочки и аккуратно раскатываю до нужного диаметра. Это основа для пиццы. Обычно получается 4 таких лепешки. Перекладываю их пленкой, сверху тоже пленка, и в морозилку. Теперь мариную куриное филе. Добавляю соль, мускатный орех, сухой чеснок, черный перец и оливковое масло. Перемешиваю и оставляю мариноваться часов на 8. И снова едем к реке. Щепу для копчения мяса заливаю белым вином или водой и оставляю минут на 20. Смазываю решетку гриля маслом и выкладываю кусочки куриного филе. Немного обжариваю с двух сторон. Затем добавляю размоченную щепу к углям, и на минимальном огне курочка коптится примерно 30-40 минут. Щепу добавляю в угли 2-3 раза, небольшими порциями. Курицу переворачиваю каждые 5 минут. Курочка действительно получается очень ароматная и вкусная. Мы также готовим не только филе. И крылышки, и голени, и бедрышки тоже вкусно. Если готовим на мангале, то вымоченную щепу выкладываем на фольгу, заворачиваем конвертиком и сверху фольги делаем дырочки. Выкладываем на горящие угли. Когда появился дымок, можно начинать коптить мясо или рыбу. Пока мы готовили курицу, тесто уже немного оттаяло. Выкладываю на решетку гриля. Огонь должен быть минимальный. Смазываю тесто томатным соусом. Сверху распределяю куриное филе. Просто рву его руками на вот такие кусочки. Теперь шампиньоны, колечки сладкого перца и помидоры. Конечно же, моцарелла и твердый сыр. Терку мы с собой не взяли, поэтому нарезали такой соломкой, просто обычным ножом. Готовлю пиццу на минимальном огне под крышкой. Если крышки нет, можно сделать ее из фольги. Мои дети очень любят пиццу с беконом, поэтому обязательно готовлю и ее. Точно так же томатный соус, кусочки бекона, сладкий перец, помидоры и сыр. Накрываю. Готовится такая пицца минут 20. И вот, наконец-то, нарезаем, пробуем. Вот так подрумянилась снизу. А зелени не посыпешь? Да, можно посыпать зеленью. Очень вкусно пахнет. Нужно есть, пока не остыло. Выключай камеру. А теперь меняемся. Я оператор, потому что теперь шашлык. А шашлык у нас обычно готовят мужчины. 3 рецепта маринада. Только можно я буду готовить молча?
хорошо готовь молча. Первый мой любимый рецепт. Соль, специи для шашлыка, лимонный сок и много мелко нарезанного лука. Второй стандартненький. Соль, уксус и черный перец. Так нравится нашему старшему сыну. Здесь обязательно лук кольцами, чтобы на шампур вместе с мясом потом. И третий. Соль, специи для шашлыка остренькие и горчица. Это я так люблю. Оставляем мариноваться. Это с уксусом. И как мы любим, колечки лука между кусочками мяса. Конечно, лук можно и отдельно пожарить, но мы всегда делаем именно так. Это мой любимый, где много мелко нарезанного лука. И третий с горчицей. Тоже лучок между мясом. Угли делаем не слишком горячие. Любим мясо потомить. И, конечно, куда же без молодой картошечки с салом. И еще один рецепт. Покажу, что мы едим на завтрак на следующий день после пикника. Если, конечно, у нас что-то остается. В этот раз осталось немного овощей, зелень, маринованный лук, несколько кусочков мяса, кусочек сыра и лаваш. Нарезаю куриное филе на небольшие кубики. Кусочки шашлыка точно так же. Тут разные они у нас остались. Теперь сыр соломкой, зелень и пекинскую капусту, огурец, сладкий перец и помидоры. Лаваш смазываю майонезом немного. У меня домашний, как всегда. Теперь томатный соус, салат, дальше овощи, мясо, морковь по-корейски, сыр, капуста, зелень и маринованный лук. Еще немного соуса и майонеза. Заворачиваю рулет, и праздник продолжается. Это очень вкусно. Не нужно играть в считалочку, кому же достанутся эти 5 оставшихся кусочков шашлыка. Таким завтраком наедятся все. Мы часто готовим такие рулетики с любым другим мясом. И не обязательно после пикника. Вот на сегодня, пожалуй, и все. Рецепты, как всегда, под видео в описании. Поделитесь в комментариях своими рецептами шашлыка и напишите, что вы готовите на мангале и на гриле. Сезон пикников только начинается, поэтому буду рада попробовать что-нибудь новенькое. Если понравилось это видео, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И, конечно, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного.